снова посетил краснокнижный друг егерей. Тигр снял собаку с цепи и утащил в лес. Вот утром тиграпа была в сарае. Все, он курей. Телок вон еще лежит, правда, еще полуживой. Вот и корову подрала. Но корова молодец, хоть успела убежать. Вот в первый раз она вот здесь прутья гнула ему. Лапой хотела достать, но не достала его. Он неделю здесь ходил. Как стемнеет, страшно выходить было. Попросту хищник напал и одним ударом лапы убил человека. Четвертую зиму подряд в российские села на Дальнем Востоке массово выходят тигры. Они загрызают собак и скот, а иногда вступают в конфликты с самим человеком. Этой зимой хищников видели в десятках населенных пунктов Хабаровского и Приморского краев. Ну вот он, тигр внутри в доме. Выглянули в окошко, тигр увидел движение и сразу ринулся в атаку. Количество конфликтных ситуаций в Хабаровском крае по сравнению с 2022 годом выросло кратно, с 93 до 344, хотя в спокойные годы число этих конфликтов не превышает 20. Тут два малыша мои валяются. 5 минут назад тигра пришла, задушила. За последний год пострадали как минимум 2 человека. Один погиб. Тигры тоже несут большие потери. Только в 2023 году погибло не менее 11 особей. 7 было изъято из природы охотоведами. Вот едем на учеты тигров и на дороге видим тигренка. Сегодня 8 февраля 2023 года. Александр Сергеевич проводит осмотр. Он еще теплый, очень исхудавший. Самочка. Хищников к человеку выводит голод, и он во многом вызван самими людьми. Сегодня на Дальнем Востоке сложилась ситуация, когда нужно решать одновременно 2 проблемы. Сохранить краснокнижных тигров, которые являются достоянием России и всего мира, и одновременно защитить от них людей. Мы отправились в Хабаровский край, чтобы рассказать о масштабном конфликте между людьми и тиграми и понять, как этот конфликт можно разрешить. – 21 января в селе Черняево, что в 97 километрах от Хабаровска, пропала собака пенсионера Владимира Лалетина. Его дом находится на окраине, рядом с лесом, и он сразу понял, в чем дело. Он неделю здесь ходил. Как стемнеет, страшно выходить было. По селу ходил. Он ночью приходил. Вот он, вот этот огород весь истоптанный был. Так, это произошло 21-го воскресенья. Я как бы хотел накормить сходить в 7 часов утра. Хорошо не пошел. Как раз в это время мне соседи говорили, что его как бы там, тигр уже дергал. Но я в город поехал, с города приехал. Думаю, пойду схожу накормлю. Прихожу, там нету его. Цепь валяется. И волок туда вниз, так вот вниз туда и в лесок. Я по волоку не пошел. Звонили на 112. Там сказали, примем меры, сообщим куда надо, все. Приехали потом, дня через 2. Взяли показания, смотрели там, следы мерили. Я показал, где там. Потом вот эти прыжки в огороде, вот так вот прыгал от туалета моего к соседям туда. Я-то думал, собака, это тигр. Не, они его отпугнули, все, фальшфейером. На дороге где-то там они видели и отпугнули. Они 2 тигра потом были в Невельском. И потом они там ушли оттуда. У жителя Киинска Сергея Шеремета тигр утащил собаку еще в феврале 2022 года. Это произошло около полудня, но мужчина даже не слышал, как к его дому прокрался хищник.
с этой собакой. Вот опять через калитку и ушел на речку. Это получилось 18-е. Это у меня у сыновей день рождения. А как раз тогда было это... Ну, болели все. Сын с Хабаровска приехал, привез тортик. Где-то в часов, наверное, 10. Мы чаю попили. Я еще выходил, его провожал. А перед этим ночью порошок небольшая прошла. Ну, следы все хорошо было видно. Я его еще домой, он уехал, все. Потом минут где-то 40 я выхожу на улицу, прохожу, посмотрю, собаки нету. Когда тут раз резко навел следы, тигр вот уволок ее. Он где-то уволок ее в районе 11 часов дня. Ну, я вышел сюда, вот на берег речки, а что туда идти, вон в кусты, вдруг он там где-то с ней. Ну, а потом уже попозже выяснилось, что он до той стороны и вдоль речки уволок ее вот туда, вот дальше. Относиться, вот решили, что надо их охранять, все, надо как-то это делать, регулировать, брать их, отлавливать, куда-то переселять или что-то сделать, или какую-то им там, не знаю, заимку построить тиграм, где бы они обитали. Ну, это вообще вот последние года у нас каждый год вот так вот сидишь. Бывает ночью даже опасно и на улицу выйти. Жутковато. Вот у меня, если стемнеет, жена, допустим, вообще ни за что на улицу не выйдет. Страшно. Именно из-за тигра. Ну, из-за чего же, конечно. А вот фермеру Роману Андроникову удалось защитить свою собаку от тигра. Но вместо его пса хищник съел другого. Ну как, 16 января вечером, где-то, наверное, 21:30, может быть, без 20:10, лай собака. Я знаю своих собак, обычно лай у них, ну, если на прохожего или на какую-то опасность, один. А здесь был такой подскуливанием. Ну, мне показалось это как бы подозрительным. Выйдя вот сюда вот к калитке, я не успел даже за калитку выйти. Я подошел к калитке, как обычно, светит фонарь. И тут я вижу, как выходит, небольшая, тигр. Для меня это вообще было как бы нонсенс. В первый раз вживую увидел. И она вальяжно, не спеша, вышла на дамбу и легкой рысцой продолжила свой бег перед фонарем. То есть я полностью ее разглядел за эти там 3-5 секунд буквально. Утром отойдя уже, когда как бы я утром рассвело, все, я посмотрел, собаки на месте. По тропинке прошел, Лешка, видно, как лежала, то есть затаилась, ждала пса. А пес был не на привязи, то есть это как бы легкая добыча для нее. Можно сами увидеть, что дальше у нас нету построений, дальше идет лес, река, Хикцир, то есть как бы крайние дома в деревне, они, как правило, ну и самые опасные именно для тигра. Ну, к счастью, моя собака уцелела, но вот соседская собака в эту же ночь пропала. И через 2 дня, интервал 2 дня был прихода в нашу деревню. То есть замечали свежие следы, пропадали собаки. Когда-то приходил, не успевал утащить, также хозяева сгоняли. Ну, такая вот новость. Вот вы говорите, что в ту же ночь пропал у соседа? В ту же ночь, да. Он, то есть, отпугнувшись от меня, он прошел буквально тут 300-400 метров, пытался поймать собаку у соседей, тоже не получилось, что-то его спугнуло, и он прошел еще около километра дальше вниз по речке Кия, там тоже есть построение, тоже люди живут, и утащил оттуда крайнюю собаку. Ему там понравилось, там такой заход хороший через Лаготинку, как бы ему там было безопасно, на старой ферме он прятался, и он через 2 ночи снова пришел в этот же двор, но там уже собаки не оказалось, он зашел в соседний двор, там тоже так получилось, что спугнули его. Ну, в общей сложности 6 собак у нас пропало в деревне благодаря ему. Киинский Черняево находится рядом с Большехикцирским заповедником, где обитает всего одна тигриная семья. Еще больше случаев выхода хищников к людям фиксируется в районе поселка Фабор-Сита, который стоит в сотни километров от Хабаровска посреди тайги. Да иди не бойся, елки, не бойся, не бойся. Стой. Ну вот тут снизу, вон, видите, вот уже прижилась, засохла. Ну а здесь дыра сквозная была на щеке. 1,5 сантиметра. Это ухо порвал маленько тут. Приходил он раз 5, приходил, наверное. Сначала проверял, приходил, просто тропа была. Близко не подходил к дому. Ну и все, а потом уже нацелено с другой стороны.
собаке подошел, собака залаял сильно, когда в окошко постучал, ну и спугнул его так. Собака, он думал, что он утащил его. Потому что цепь на месте, собаки нету, ни ошейника, ни собаки, ничего. Вернее, ошейник валялся рядом. Ну и все, ни тигра, ни собаки нету. Я его уже, считай, похоронил. Думал, утащил он его. А потом по следам посмотрел, прыжки от следа здоровые же, 4 метра. Все равно же видно было, как волок собаку, или тащил там, или в зубах, или как, не знаю. Я на следующий день пошел. Думаю, может, где-нибудь раненый, может, как-то вырвался. Прошел до начала улицы назад. Бесполезно, тишина. Ну, тишина. На следующий день мне соседка звонит. По-моему, ваша собака возле нас. Я на радостях быстренько телогрейку накинул. Бегом. Смотрю, стоит, смотрит. А идти боится туда домой. Я его позвал, гром, смотрю, он на меня прыгает, тут этот кусок мяса болтается на шее. Ну и все, я потихоньку. Говорю, пошли, он домой. Все, давай лечить его. Вылечил, а это уже на 10-й день опять попался. Тому же тигру. Ну, он фамилию не говорит, тому же, не тому же, наверное, тому же самому. Потому что наблюдал, ходил, он со стороны ходил, сколько наблюдал. Уже я когда он получил второй раз, по окошку тарабанил, вышел, я ошейник отремонтировал, уже не смог его сорвать. Ну, а по раме, пока стучал, видать, напугал его, и он убежал. Ну и все, что вышел, собака стоит, кровь течет. Ну а я ночью что я сделаю? Да и жутковато, хрен его знает, где он есть. Ну и все, на утро уже вышел, снял его и давай его лечить. Голова опухла, с одной стороны дырка, с другой он и ухо разорвал, и за ухом. Да? Вон, отметина одна осталась. Но не летом доставали людей. Я еще летом говорил, придет зима, будет кошмар. Пришла зима, кошмар начался. И это с каждым годом будет сильнее и сильнее наезды ихние. Потому что в тайге им жрать нечего. У одного тигра обход 1000 километров. А если их 5-6 на эти 1000, им же надо где-то жрать брать. А почему там нечего есть? Ну откуда? Ну леса нету. Откуда? Кто будет? Дуб повырезали, липу вырезают, все вырезают. Кабана нету. Все. Это его основная пища. Вот такой у нас в 2023 году ситуация с амурским тигром и с его беспокоящим соседством для людей, ну, на мой взгляд, вышла из-под контроля. Хищники нас стали кошмарить. По-русски кошмарить. Всего, по-моему, что-то больше 60 случаев было. То есть вот за 23 год выхода хищника, рекомендации, которые нам спускались, я их также воспринимаю очень агрессивно. Но это рекомендации именно для того, чтобы не провоцировать, значит, хищника в виде амурского тигра о нападении там на домашнего скота. Нам рекомендовалось, значит, в темное время не выходить на улицы без причины, там никуда не это самое, своих домашних питомцев по возможности либо в вольеры закрывать, либо в какие-то другие укрытия, чтобы он не стал легкой добычей амурского тигра. И вот это, конечно, все стало прям накалять, в том числе и
меня лично. Почему должен прятаться я, прятать свое все имущество, чтобы не быть подверженным нападению тигра? Ведь эта ситуация вышла из-под контроля, на мой взгляд, я не биолог, но считаю, именно из-за нарушения цепочки жизнедеятельности у них в природе. Нет, для тигра нету пищи, нету ее, а их приличное количество. И они, но же были случаи, когда подбирали истощенных там и так далее, а им куда деваться? Им же тоже как-то надо выживать. И если я здесь родился, в лес мы и пацанами бегали, это кто не занимался охотой или хотя бы просто не ходил в лес, нет. Козы было много маньчжурской. Сейчас не увидишь элементарных следов зайца. Нету. Кабана не стало. Лес в 90-е годы, здесь были такие дубники, менты под крышей черных лесорубов или черные лесорубы под крышей ментов выпилили все, что можно. Рубки леса, по мнению ученых, одна из главных причин, по которым тигры приходят к людям. Истощенная тайга, из которой забирают плодоносящие дуб, кедр, маньчжурский орех, не может прокормить животных, на которых охотится тигр. Причем рубят даже на особо охраняемых территориях, созданных для охраны хищников. А их тут нет, зверей-то нет, тигры нет. Где зверь, там тигра. Да, следов просто вообще нет. Да, мы едем ни одного копытного. Так а почему нет-то, вот тоже как бы вопрос. Они там, где ушли куда-то в другое место. Ну, может, там в летних деревьях. Хороший дуб, здоровый. Только дрова. Чего это? Ну, дровяной, он гнилой. А, он плохой? Ну, здоровый, ну, только уже перестоял лет 20. Понятно. А что за деревья вообще? Вот, ну, дуб, Дуб, ясень, береза. Больше ничего нет. Одна елка. Это и выбираете в основном, да? Почему? То, что надо, то и пилят. А что обычно берете? Что отвели, то и пилят. А, ну то есть смысл все, что это, ну, наверное, вот такие-то вы не берете берез в любом случае. Почему берете? Берете? А куда их? Ну, вон березовая. Раз, два, три, посреди пачки, вот береза. Вон нижняя береза, вот задняя пачка. Ну так эти, я имею в виду хиленькие такие вон. А, да, сейчас. Пойдем сзади покажу. А вообще дрова. А вон, нет. Вот, что, не дрова, что ли? Ну, вот, блин, вот да. это, ветки, елки. Дрова. Подождите. Ну, вот это вот дрова, вот все гнилое. Посмотри, торчит полено. Чё, как я поеду? То есть тут на стройку как бы ничего из этого нельзя взять? Ну, что-то выпилят на досочке. Просто от тигру ее что бояться? Я тигру не боюсь. Тигру от нее знаешь, что ждать. Вот медведь, вот это страшная вещь. Он же обезбашенный, он дурной. От него не знаешь, что ждать. А тигр, если она тебе захочет сожрать, ты ее не увидишь. А если ты ее увидел, она стоит на тебя смотрит, то значит можно ее уже не бояться. Тебе ничего не будет абсолютно. Лес растет, он здесь сам растет. Это здесь, я не знаю, здесь такой лес, его смысла нет сажать. Если засаживать, я говорю, вот где Бойцова, вот эти осинники засаживают специальные кедры, потому что с осины чуть не толку. Кедра-то она и есть, кедра кормовая база. С осины-то много не наесься. Ну только если будет миллион кедры, представляешь, сколько будет миллион орехов, будет миллион кабанов.
А если будет миллион кабанов, то можно разводить и миллион тигров, и будет что есть. Тигра-то на козу зюбря, это тоже для нее деликатес, его еще надо догнать. Тигра, на что у нее основная кормовая база? Кабан. Кабан, да. Кабан сдох, все, тигра в деревню пришла. И вот этой отличительной особенностью заказника Бирского было то, что на его территории сохранялись именно первичные коренные, то есть уцелевшие от рубок какого-то хозяйственного использования, пожаров, кедрово-широколистные леса, старовозрастные, ненарушенные кедрово-широколистные леса. И действительно, долгое время в заказнике рубки не осуществлялись, за исключением, скажем, рубок незначительных для хозяйственных нужд местного населения, совхозов и так далее. То есть это были очень щадящие рубки, ограниченные, вначале вплоть до того, что лошадьми вывозили спиленные деревья. Но и такая ситуация сохранялась примерно до начала 2000-х годов. Позже в заказник совершенно таким наглым образом, можно сказать, были внесены изменения в положение о заказнике. Это было сделано без какого-либо общественных слушаний, без привлечения природоохранной общественности. То есть чиновники самолично фактически взяли и внесли изменения в положение заказника, разрешив рубки главного пользования. И вот с тех пор началась эта беда бирского заказника, его трагедия, поскольку за прошедшие 20 с лишним лет заказник фактически был весь выпилен лесорубами. И сейчас мы находимся уже в самых-самых истоках реки Бира, правая Бира. Вот у нас рядом граница с Приморским краем, здесь Вяземский район Хабаровского края граница. То есть лесорубы забрались в самые уже верховья, где вот последний лес еще сохранился, уцелел, куда они еще до сих пор не добрались. И вот они таким варварским способом выпиливают, вот последние рубки ведутся в кедровых лесах. Вот видно даже в этом штабеле, что здесь преобладает дуб. Причем дуб такой спелый, хороший, который наиболее продуктивный, который производит много желудей. Так, тут и липа есть, вот дуб, липа, дуб, ясень. В общем-то, вот дуб крупный довольно, и береза, липа. В общем, тут смешанные, да, и липа, ясень. То есть это то, что в наибольшей степени интересует лесоруба. Вот огромный дуб, вот дуб, вот дуб. Береза, липа. Самые ходовые виды деревьев, которые пользуются сейчас наибольшим коммерческим спросом. Это все уйдет в Китай в виде круглого леса с большой долей вероятностью. Иногда природа, когда ее почти уничтожит, отвечает человеку. Сергей Близнец работал трелевщиком в лесопромышленной компании. В 2023 году он пережил нападение тигра и спустя больше года не восстановился после него. Сидел, ремонтировал трактор. Как ремонтировал? Ослаблял гуску на тракторе. Трактор работал. Рядом четверка стояла, тоже работала. Водогрейка еще топилась. 2 балка рядом. Все, на таборе это было. Как объяснить? Ослаблял гуску, услышал, что что-то за спиной дышит. Голову повернул, вот оно. Вот такая вот. И все. Когда уже ломать начало, я начал орать. Хорошо, еще парни там были. Спасибо пацанам с Марусина, Серега, и с хора Вадик. Отбили, не испугались. А так бы съело. Они простой метелкой, деревянной метелкой, с веток, отогнали ее как-то. Я сам в шоке сейчас. Это мне потом уже рассказали ребята с работы.
как они отгоняли ее. Но по словам, вот как потом парни объясняли мне, ну это было недолго. Я просто помню, что вот первая она начала мне вот эту руку сломала, потом ногу, потом эту руку. Потом за грудину схватила и все. У нее сбоку есть такой, я потом уже по телевизору смотрел, есть такой подвижный коготь у нее. Она вот так вот берет и этим подвижным когтем, как бы порезами. Ну, только слышал, как кости хрустят, и все. Ну вот ребята, которых я назвал, Сережка и Вадик. Ну, отогнали, они меня занесли в балок. Перетянули все это, чтобы кровь не бежала. Ну, еще поприкалывались. Я еще в сознании был, я говорю, а что толку? Сейчас просто кровью истеку, ни связи, ничего нету. Ну. И тут это, Серега вышел, говорит, о, к нам кто-то едет. И все. Приехали, ну, как это, снабженец наш. Меня в машину и на Мухен. Ну, там начальник, правда, это суетнулся. Скорую навстречу выслали там. Пока они меня везли, они меня обкололи там по дороге. Потом уже на Мухен привезли, там обкололи. Ну и все, и на Мухене я сознание потерял. Через неделю где-то пришел в себя. Осколочные переломы правой руки, левой руки, правой ноги. Резекция 2 ребер, то бишь удаление. Потому что раньше они боялись. Раньше боялись, когда их человек служил. А сейчас нет. А сейчас они не боятся. Тигр, напавший на Сергея, погиб в тот же день. Вероятно, от истощения, которым было обусловлено и нападение на лесоруба. Специалисты говорят, что из-за крайней степени голода животное могло потерять инстинкт самосохранения, иначе бы хищник не вышел в лагерь, где работали люди и техника. Ну так. Ну, мое мнение, люди слишком далеко в тайгу ушли. Я имею в виду рубки. Мы нарушаем ихнюю территорию. Как бы вот так вот получается. Ну и за это получаем отдачу. Ой, есть какого года? Я на Бали жила, потом приехала уже здесь и это. А где-нибудь я буду спрашивать. Обор – небольшой поселок в 98 километрах от Хабаровска. Здесь проживает всего 560 человек. В декабре 2023 года жертвой тигра стал 76-летний местный житель Виктор Ситников. Хищник загрыз и уволок в лес его собаку, а когда пенсионер решил пойти на поиски пса, убил и его. Сегодня родственники и друзья пенсионера стараются не говорить о произошедшем, потому что следствие считает, что Ситников сам собирался застрелить простокнижного хищника. Вечером, когда произошло нападение тигра на собаку, а до этого уже якобы был случай, когда еще одна собака у них была похищена тигром. Он с вечера уже намеревался пойти искать, но очень было темно, он немного прошел по так называемой минполосе, это там, где бульдозер расчищал для того, чтобы лесной пожар не пришел в населенный пункт. Он немного прошел и вернулся обратно. Со слов жены он сказал и был настроен, что утром все равно пойдет искать. Ну, дальше она не видела, в общем, что он утром раненько проснулся и пошел все-таки на поиски своей собаки. Но результатом оказалось, что тигр все-таки говорил, я так понимаю, что расценил как угрозу того, что хотят забрать его жертву, добычу вернее, да, так скажем, и был подвергнут нападению. Ну вот мы на похороны ездили, был, если я не ошибаюсь, с левой стороны, да, по-моему, с левой стороны на шее и на щеке был след видимый, как от удара
лапой, то есть когти это. Других видимых повреждений на руке немножко еще вот было. Ну, то есть, чтобы там тигр его кусал или это, такого не было. То есть, попросту хищник напал и одним ударом лапы убил человека. Он был хозяйственник, он был, возможно, и отчаянный, потому что мы же иногда не знаем и не замечаем, что происходит с людьми. Наверное, что-то в человеке меняется со временем. И вот, возможно, и получилось, что для того, чтобы найти своего питомца, какого бы уже не было, да, то есть погибшего, понятно, что это останки, он решился и пошел. А потом понял, что они, этот тигр или медведь, прочее, могут приносить еще радость, да? Зачем? Ну, январь холодный в снегоходах, а вот февраль, март – это наш, ноябрь – это наш. В районе имела, это вот Лазонос такой один самый большой, да? Из 51 населенного пункта в 48 побывали тигры. То есть они ходят широко и выискивают корма. Ну, прежде всего их интересуют, конечно, собаки. Но они стоят на охране, они в первую очередь и погибают. Я иной раз думаю, что собакам надо ставить памятники, почему они принимают первый удар на себя вот этой вот тигриной злобы, тигриного желания насытиться. Забота не одного дня, надо целый комплекс принимать. Ну, прежде всего, ну, конечно, надо прекратить вырубку этих лесов в местах обитания тигров. Ну, оставить эти последние участки, кормовые участки леса. Оставить их. Пусть они хоть останутся и дадут возможность хоть как-то содержаться копытным животным. Да? Второе, конечно, надо увеличивать численность копытных. Они сами тоже, они сейчас находятся в глубокой депрессии, это кабан. Как ему помочь? Ему надо, ну, я считаю, что надо полувольное содержание кабанов. То есть создать определенные фермы, небольшие, продумать день. Это не в ареале тигра, а за пределами. Это же тоже возможно. И потихонечку с разных сторон выпускать кабана. А, конечно, что такое Амуро-Уссурийский лес без тигра? Да? Это же то же самое, что Арктика без белого медведя, да? Антарктида без пингвина. Все-таки все знают, а Уссурийский лес, значит, тигры, правда? Все же взаимосвязано. И вообще это гордость нашей страны. Это умудриться содержать диких тигров в природе. Это не каждому дано. Это не каждой стране. Это показатель все-таки того, что именно дикая природа у нас еще существует. Только к ней надо как-то разумно подойти, помочь ей восстановиться. Последние 3 года в нашем регионе на юге Дальнего Востока, это Приморский край, Хабаровский край, ну, мы в первую очередь говорим о Хабаровском крае, наблюдается резкий всплеск выходов тигра к жилью человека, где они охотятся на собак, охотятся на крупный рогатый скот, вступают непосредственно в конфликт с человеком. Это еще в 60-х годах французский ученый Жан Дорст в своей книге «До того, как умрет природа» поднял эту проблему, и, то есть массового исчезновения видов как раз по причине уничтожения их места обитания. Его, собственно, мы подошли к тому же и с нашим тигром, поскольку с середины прошлого века ведутся интенсивные лесозаготовки в кедрово-широколистных лесах, мы не восстановим вид, если его места обитания будут уничтожены. Аналогичная ситуация произошла с туранским тигром, который обитал в Прибалхашке. Вот. Он исчез в середине прошлого века. Как раз вот перед исчезновением туранского тигра наблюдалась сходная ситуация, когда тигры стали широко перемещаться, они отмечались там, за пределами, да, вот, тех территорий, где он более, скажем, всегда стабильно обитал, за пределами ареала этого подвида туранского. Тигры стали широко ходить, и создалось впечатление, что тигров много, их численность высокая. Вот. А зверям на самом деле было плохо, и они просто метались, не имея возможности найти себе приемлемые условия. Вот. И потом раз, резко, и все, тигров не стало туранских. Я вот боюсь, что ситуация с амурским тигром, она будет идти по очень сходному сценарию. А пока все предпосылки к этому идут. Но сегодня мы уже имеем, что имеем. Ситуация, она достаточно критическая, и разом ее не остановить. То есть это, это не справится в течение 1-2 лет. Это будет продолжаться теперь долго. И
природа, она все равно отшлифует. То есть понятно, что емкость мест обитаний, она очень сильно сократилась, и она не соответствует тому количеству тигров, которое сегодня у нас есть. Ну, собственно, поэтому тигры идут в поселки. То есть я не говорю о том, что тигров стало много, но их, наверное, много для той емкости, которая сегодня имеется. То есть она не в состоянии эти леса прокормить вот имеющееся количество тигров. И поэтому популяция, она очень скоро сократится. До каких значений я не знаю, но я боюсь, что это будут значения довольно критические для того, чтобы какие-то даже группировки отдельных тигров уцелели, поскольку сейчас, если в первую очередь там шли в поселки молодые тигры, там и тигрят там отлавливали, где-то на дороге выходили, то сейчас уже и взрослые тигры резидентные пошли в поселки. То есть те тигры, у которых были собственные участки обитания, наиболее опытные тигры, которые там не только за счет кабана, но и на изюбре умеют охотиться. То есть выходят и такие звери в поселки. Вот, и как раз это свидетельствует о том, что о глубоких очень изменениях в популяции тигра. И поэтому быстро эту проблему не решить. Ну, меры принимать, конечно, нужно, лучше поздно, чем никогда. Ну, первоочередной мерой, конечно, это должен стать запрет рубок дуба, вообще запрет рубок в кедровниках, которые приводят именно к сокращению пищевых ресурсов, да, которые приводят к повреждению там, кедра и дуба, к изъятию этих видов. То есть любые рубки тут должны прекратиться, если мы хотим как-то попытаться этот процесс приостановить и в перспективе улучшить условия обитания для тигра. Кроме того, очевидно, что во многих местах численность копытных, не только кабана, но и других видов, она тоже находится на очень низком уровне. И понятно, что на таких территориях нужно проводить оценку вообще, что мы имеем. И если там действительно численность изюбря, косули находится на минимальном уровне, то в таких местах надо и охоту, конечно же, запрещать. Вот. Но кроме того, у нас еще есть браконьерство, с которым тоже нужно бороться. То есть запреты одни, они ничего не дают. Нужен еще и контроль за их соблюдением. В управлении охотничьего хозяйства Хабаровского края, в чьей компетенции также находится разрешение конфликтов хищников с людьми, от разговора отказались. Зато согласились поговорить в другом госучреждении, в заповедном Преамурье, сотрудники которого отвечают за Большехиксырский заповедник, откуда тигры выходят в Черняево, Киинск и ряд других сел. Говорить о том, что тигры выходят массово, значит, в населенные пункты, наверное, не стоит сегодня. Тигры выходили всегда, в некоторые годы это чаще проявлялось, в некоторые реже, но в большей степени это обусловлено какими-то природными условиями. Но вот в прошлом году было такое обострение, когда у нас на территории края было зарегистрировано значительное число таких конфликтных ситуаций, как мы их называем. Это было связано, конечно, с предшествующей эпизодией африканской чумы свиней. Вот, значит, и у нас в прошлом году численность кабана, можно сказать, почти сошла чуть ли не до нуля. Где-то им, конечно, удалось пережить в некоторых местах, и сейчас это мы уже четко отмечаем возобновление численности, восстановление. Значит, они стали отмечаться у нас на фотоловушках. Но, тем не менее, проблема конфликтных ситуаций, как я уже сказал, она была раньше, и она будет оставаться. Потому что, как правило, такие особи конфликтные, они представлены либо молодняком, который еще не научился самостоятельно как следует охотиться, значит, либо с ослабевшими старыми возрастом особями, значит, достигших преклонного возраста. И они вынуждены, значит, искать какие-то другие альтернативные пути добывания себе пищи. Выходят в деревню, где всегда слышно собак, вокруг которой бегает большое количество собак. И, собственно говоря, они прежде всего становятся добычей вот таких животных. Ну и за ними тигры, они сначала, значит, возле околицы где-то их вылавливают, а потом начинают уже заглядывать и в подворье. А там им уже начинают попадаться и коровы, значит, и другие животные, овцы там и так далее. Одна конфликтная ситуация в этом году у нас там зарегистрирована. Это в Казакевиче взрослый самец зашел во двор и утащил с цепи собаку. И вот хозяин этой собаки, он как бы, естественно, и обижен будет, и мы понимаем его чувства, потому что он содержал свою собаку
во дворе, значит, на цепи, и он-то ни в чем не виноват. А вот эти бродячие собаки, значит, благодаря им, значит, тигры подходят к деревням, и вот заходят в такие подворья и воруют собак. Вот вы говорите один случай, а вот то, что села, которые южнее заповедника, они, ну там, вот у нас только в одном селе Черняево 4 человека сказали, что у них за эту зиму утащили собак тигры. Ну, к нам официальная информация не поступала. Я думаю, что, скорее всего, такие собаки у них просто содержатся без привязи, и просто у них отвязанные где-то бегают, потом пропадают. А люди считают, что это обязательно тигр виноват.